Добрый день, дорогие друзья! Хотел бы сделать обзор на декоративный фальш-камин, который я сделал к этому Новому году. Вот эти языки пламени — это светодиодные свечи, которые установлены в камин. Также две декоративных свечи установлены на камине. Он создает приятную атмосферу Нового года, которая радует глаз. Теперь бы хотел бы чуть более подробно рассказать о том, каким образом реализовано данное решение. Камин сделан очень просто. На его изготовление у меня ушло 2 или 3 часа суммарного времени. Сделан он просто. В качестве основы выбрана коробка от данного телевизора. В ней прорезан проем. Тот пенопласт, который шел в комплекте для уплотнения, установлен в верхнюю его часть. То есть вот она здесь вся. Для того, чтобы вот эта часть камина была жесткой. В верхней части остатки ламината от напольного покрытия просто положены сверху. Для того, чтобы цветовое решение не диссонировало. Стык укрыт в данный момент гирляндой новогодней, для того, чтобы не заморачиваться с ровностью тех или иных решений, так как немного с высотой я поднакосячил. Но все прикрыто, все красиво, аккуратно и сильно не бросается в глаза. Хотя, конечно же, некоторые дефекты есть. Итак, в плане отделки меня это просто сильно интересовало, когда я смотрел аналогичные варианты в интернете. Я пошел по очень простому пути. Я использовал потолочные плитки, то есть это потолочная плитка, вырезаны они под размер, и, соответственно, также пенопластовая облицовка. Галтель здесь наклеена и отдельные декоративные элементы. То есть все максимально подгонялось под стандартные размеры этих плиток. Тем самым у меня пошло минимум материала, и, соответственно, все это сделано было очень просто. По времени, соответственно, резать эти плитки очень быстро. Нарезал, приклеил, нарезал, приклеил. Обращаю ваше внимание на то, что эти плитки, первую плитку я пытался приклеить на клей-момент. Так никогда не делайте, потому что клей-момент разъедает этот пенопласт. Об этом я, к сожалению, до того момента, как начал клеить, не знал. Благо, испортил всего одну плитку. Углы запиливаются вот этих элементов под 45 градусов. В принципе, никаких проблем нету по стыковке. То есть это достаточно просто. Попробую сейчас отодвинуть, чтобы показать, как это выглядит с тыльной стороны, так как многим может показаться, что процесс изготовления достаточно сложен. Нет, ничего сложного, он очень легенький. И с задней стороны это выглядит следующим образом. Вот эта коробка от телевизора. Я планировал сделать вначале поглубже его, но в конечном итоге отказался. То есть вот таким образом это реализовано. То есть ничего сложного абсолютно. Несколько часов работы после трудового дня, и у вас свой собственный фальш-камин, который создает отличное новогоднее настроение, который вы можете украсить по своему вкусу, как вам больше нравится. Опять же, по поводу свечения, для того, чтобы имитация какая-то огня была, я использовал вот эти замечательные мерцающие светодиодные свечки. Сейчас я еще раз выключу, чтобы показать, как это выглядит. То есть очень интересно, выглядит наподобие угольков, которые мерцают. То есть это не на камеру такие эффекты, они вживую также ощущаются, также происходит мерцание. Задержка между мерцаниями примерно несколько секунд. То есть видно, что они мигают. По поводу срока службы этих батареек, эти свечи пришли ко мне из Китая года 3 назад, только когда я осваивал eBay. И периодически я их использую, кроме этого камина, не использовались для других целей, для создания приятной праздничной обстановки. И, соответственно, до сих пор они в строю.
Так что по поводу того, что батарейки будут постоянно садиться, ну это не совсем правда. Работают они от 3 маленьких таблеточек, которые шли в комплекте. Китайские дешевые батарейки до сих пор живы. Вот так можно за один вечер сделать себе фальш-камин, который создаст праздничную обстановку в вашем доме. Надеюсь, вам был полезен этот обзор. Всем спасибо за внимание. До свидания.